Всем привет! Канал «Математические эксперименты». Сегодня очередная порция бездоказательной математики, экспериментальной. Бывает доказательная медицина, доказательная математика, а у нас бездоказательная математика. Кстати, наша бездоказательная математика очень близка к доказательной медицине. Мы проводим эксперименты, получаем результат, видим его и считаем, что это и есть самое главное доказательство. Конечно, это не самое главное доказательство. Хорошо было бы иметь настоящее доказательство. Но вы его должны получать самостоятельно. А здесь мы не считаем каким-то препятствием тот факт, что у нас нет настоящего доказательства. Мы просто обнаруживаем интересные факты. Вот в прошлый раз мы обнаружили интересный факт, что сумма катых степеней первых n натуральных чисел выражается многочленом. В математике есть ответ на вопрос, как посчитать сумму катых степеней первых n натуральных чисел. Называется функция harmonic number. Также в математике есть многочлены Бернулли, которые вот таким способом позволяют находить тот же самый ответ. Если вы хотите просуммировать каты степени от 1 до 10, надо взять значение многочлена Бернулли в точке 11, вычесть значение многочлена Бернулли в точке 0, разделить на k плюс 1, и первый аргумент тоже равен k плюс 1. Вот что надо сделать, чтобы получить сумму квадратов первых 10 натуральных чисел. Короткое выражение на языке математики, чтобы явно это все определить. Harmonic number. Эта функция определяется вот таким вот образом внутри математики. Чтобы посчитать сумму первых 10 натуральных чисел, возведенных в степень 3, вот можно проделать такие выражения. Они все дают один и тот же ответ. Окей. Но мы не будем использовать достижения человечества в виде уже заранее определенной функции harmonic number. Мы сами определим сейчас эти harmonic number. Вот таким образом. Так, nk, функция, которая возвращает список катых степеней. Вот здесь мы получили квадраты первых 10. А к nk, она очень просто устроена. Каждое число это сумма степеней. Вот 5 это сумма 1 и 4. 14 это сумма 1, 4, 9. Вот и так далее. То есть массив, который выдает А к nk, это и есть harmonic number для разных значений первого аргумента m. Окей. А к nk приводится как accumulate список n в степени k. А к nk можно было вот так получить. И, наверное, быстрее бы вычислялось. Не будем. Все будем делать по-простому, чтобы, в принципе, то, что мы сейчас делаем, можно было повторить на языке C++, Python и так далее. Нарисуем наш список. Например, вот что получается, когда мы суммируем третьей степени. Получается такая сильно растущая функция. Сегодня я хотел бы показать, как можно получить те же самые многочлены Бернулли с их хитрыми коэффициентами, не используя систему линейных уравнений, не используя то, что называется обращением матрицы, а используя такие программистские скиллы, чтобы программист смог быстренько получить все эти хитрые коэффициенты многочленов Бернулли. Как мы это сделаем? Программист видит растущую функцию. У него возникает желание узнать, как она растет. И тут можно экспериментировать. Ну-ка разделим, например, на квадрат. По-прежнему растет. Разделим на кубы. По-прежнему растет. Разделим на 4. Упс, уже не растет. Видно, что она стремится. И стремится не к нулю, а к какому-то числу. К какому же числу она стремится? Давайте попробуем повторить этот опыт для k равно 4. Сумма четвертых степеней. Также обнаруживаем, что функция растет. И когда мы делим на k-ту степень n, мы получаем такую сходящуюся штуку. Те, кто знает мат-анализ, уже догадывается, какой здесь ответ, к чему стремится вот эта вот линия.
Здесь она стремится к 1/5, то есть 0,2, а выше она стремится к 0,25. Почему это происходит? Ну, давайте разберемся с квадратом. Вот наша парабола. Когда мы суммируем квадраты, то это значит, что мы суммируем вот такие вот столбики. Мы хотим посчитать площадь вот этого коричневого цвета. Каждый столбец имеет площадь, равную n в степени 2. И поэтому, когда мы просуммируем площадь всех столбцов, мы как раз получим сумму квадратов первых n натуральных чисел. Но смотрите, какой прикол тут есть. Те, кто знает мат-анализ, те знают, чему равняется вот эта синяя площадь. Она проще вычисляется, чем коричневая, как это ни странно. Процесс вычисления площади под графиком называется интегрированием. И интеграл, например, для параболы равен m в кубе на 3, когда мы суммируем до m. Видно, что синяя площадь, вот вся синяя площадь, не только верхний треугольник, а вся синяя площадь, и коричневая площадь, они близки. И поэтому, скорее всего, вот эта вот коричневая площадь растет с той же силой, что и синяя. Поэтому, ну, вот когда мы суммируем квадраты, то надо делить на куб на 3. Тут я как раз хочу разделить на m в кубе, разделить на 3. Просто у меня тройка здесь оказалась, когда я стал делить. Ну, то есть, вот это выражение в скобочках, это и есть m в кубе разделить на 3. А тройку тут надо убрать. А если мы суммируем кубы, то тут надо нарисовать 4. И тоже стремление будет к единичке. И так далее. То, что площади синяя и коричневая совпадают по асимптотике, это умное слово сказал, ну, можно увидеть из картинки. Шлепс, видите, вот это вот щели синенькой не видно. Это значит, что она пренебрежимо мала по сравнению со всей коричневой площадью. Разница полной синей и полной коричневой площади пренебрежимо мала по сравнению с их величинами. Окей. Дальше. Дальше мы хотим посчитать больше. Давайте я здесь четверку все-таки сюда перенесу. Позанимаемся тройкой. Вот. Для начала позанимаемся тройкой. Получили единицу. Вычтем эту единицу. Ну, единицу получили в бесконечности справа. Получили график, который так все меньше и меньше. Давайте окружим это скобочками и умножим на, ну, скажем так, m. Вот это вот выражение у меня означает m. Шлепс. В степени 1 это m, а в степени, когда тут пишу 4, это будет m в степени 4. Я хочу для начала просто умножить на m. Получил ответ. Нечто, стремящееся к двойке. Ну хорошо. Вычитаю двойку. Снова все окружаю скобочками. И опять умножаю на линейно растущую штуку. О, получаю 1. Вычитаю 1. Ну и что же я получил? Я получил следующее выражение. Что это равно нулю. Ну, давайте вот это я обозначу как S. Нет, это назову harmonic number. 3. Это я назову m в степени 4. Это я просто назову m. Это тоже m.
Скобочка одна потерялась. Вот. И я хочу решить это уравнение относительно вот этой штуки. Вот что я получил. Так, expand. Совпадает. Вот только что был продемонстрирован способ, как получить harmonic number для k равно 3, ну или минус 3, если говорить про аргумент этой функции. Аналогично можно получить и другие harmonic number, которые являются многочисленными Бернулли, несколько преобразованными многочисленными Бернулли. Давайте двигаться дальше. Для k равное 4 посчитаем. Хорошо, я все-таки не так здесь поступлю. Разделить на nk в степени 5. Вот. Ну, я тут тоже напишу явно 5. Окей, все стремится к единице, как мы и ожидали. Вычитаем единицу, окружаем скобочками и умножаем на то, что мы называем m. Шлепс. Ну, очень похоже на 2,5. Вычитаем 5 вторых. Окружаем все скобочками. Умножаем на m. Так. 1,66666. Вычитаем 1.6666666. Ну, кстати, 666. Что такое 666? Это 2/3. А 1 и 2/3. 5 вторых. Упс, что-то. Так. Не умею складывать, понимаете? Так, идем дальше. Умножаем на m. Видимо, недостаточно сильно умножили. О, вот это другое дело. Видите, иногда надо умножать не на n, а на n в квадрате сразу же. m в квадрате. nk, n2 это m в квадрате. Тут число некоторое. 0,15. Недостаточно сильно. Надо еще добавить 15, но уже с нулем добавляем 15, получается 65. И еще надо добавить. Теперь уже 15 десятитысячных. Вот что получается. Ну и дальше уже можно догадаться, что надо добавлять вот так вот. А 0,16666 это и есть 1/6. Поэтому я тут пишу 1/6. Все, получили ответ. Вот ответ. Эта вещь равняется нулю. И здесь, ну, хочется как-то показать, как работает математика. Давайте я покажу, как работает математика. Можно добавить здесь буковки. Окружить все это скобочками. И преобразовать с помощью правил. Вот это можно сказать, что это все равно гармоническое число для k. А вот это вот поставить здесь k подчеркивание. Так, я лучше вот так поставлю подчеркивание. И все это превратить в m в степени L. Вот. Ну и написать solve относительно. Ну и зная предыдущий опыт, надо написать expand, а то вдруг он опять разложит нам на множители. Проверяем. Получили. Вот таким образом можно находить многочлены, которые соответствуют harmonic number.
и потом получать и многочисленные Бернулли тоже. Вот здесь это было проделано. Немножко по-другому. Я тут вначале вычел. Не сразу разделил, а сразу же вычел, потому что знал ответ. Для пятерки то же самое проделано. Ну и здесь удобно сразу же определить вот такую функцию. diff_nk, которая из суммы k-х степеней, умноженных на k плюс 1, посчитает k плюс первую степень. Из коричневой площади, умноженной на k плюс 1, вычитает синюю площадь, умноженную на k плюс 1. Чтобы как бы заниматься уже вот этими треугольниками, которые находятся в промежутке между этими двумя площадями. И здесь проделано это все для 6. И когда мы это проделали для 6, что мы заметили? Мы заметили, что тут вот появляются такие числа 7 вторых. То есть надо было на самом деле на 7 все разделить. И вот здесь вот я разделил на 7. Ну, то есть я понял, что я допустил ошибку. Надо было не так написать, а вот так вот. Так лучше. Вот прямо в явном виде. Из коричневой площади вычесть синюю. Вот. Да, то есть вот этот пример, как бы он ошибочный. Стираем его. Удобнее жить вот в таком формате. Здесь я уже делить на 7 не буду. Определили. Вот. Ну и эти вот коэффициенты 1,42, 1,6, минус 1,2, минус 1,2. Они уже вам знакомы по предыдущему видео. В предыдущем видео мы проделали вот такую операцию. Построили некоторую матрицу из биномиальных коэффициентов, треугольную. Отрезали у нее склон правый. Взяли обратную матрицу и получили вот такой ответ. И я здесь сотру. И в этом ответе надо смотреть на данную строчку и увидеть здесь 1,42, 1,42, минус 1,6, плюс 1,6, 1,2, минус 1,2, минус 1,2, тоже минус 1,2. Тут, видите, знаки строго противоположные, кроме вот этого последнего минус 1,2. Это то, что я все время упускаю и забываю вам сказать про это. Мы с вами получаем, когда суммируем первые n k-х степеней, многочисленные Бернулли от m плюс 1, а не от m. А чем отличаются многочисленные Бернулли от m от многочисленной Бернулли для m плюс 1? Ну, деленный на k. Только в одном месте он отличается. Вот в этом вот. А почему так? Да потому что многочисленный Бернулли от m плюс 1 отличается от этого предыдущего ровно на m в степени k. Ну, тут k равен 6, а поставить надо k плюс 1. А когда мы добавляем m в степени 6, как раз минус m в 6 на 2 превращается в m в 6 на 2. Вот это в предыдущем видео я упорно игнорировал эту разницу и допускал ошибки. Ну, смотрел, коэффициенты совпадают, а вот эту тонкую разницу в знаках часто не замечал. Для 7. Для 7. То есть, вот, в матрице, которую мы с вами нарисовали в прошлый раз, содержится ответ на вопрос, каким образом надо вот в этом выражении расставлять числа, чтобы получить в итоге 0. Хорошо. Теперь давайте двигаться дальше. В прошлый раз мы получили матрицу, и там содержится ответ про суммирование k-х степеней, где k целое. А если k равняется 1,2? Для того, чтобы изучить этот случай, нам придется немножко усложнить определение nk и aknk, а именно добавить тут везде precision. Ну, немножко тут странно определял.
И еще мне придется суммировать гораздо больше чисел. Я буду суммировать до миллиона. Но рисовать график из миллиона точек тяжело, поэтому я хочу рисовать лишь часть этих точек. Для того, чтобы из массива взять каждое сотое число, можно вот добавить к массиву такую штуку в конец и в качестве степ указать 100. Ну или сколько вы там хотите. Примеры. Вот, если вы хотите взять из списка элементы каждый второй. Здесь можно указать, начиная с какого и до какого. Если вы не указываете, то берется, соответственно, первый и последний. ЕНК отличается от НК тем, что числа, которые там получаются, имеют высокую точность. Я указал большой precision, и он будет делать все операции с высокой точностью. Хорошо. Итак, наше n подросло. Ой, ну это слишком много. Давайте проделаем то, что здесь написано. Я забыл удалить ответы. Ниже у нас находится ответ на вопрос, но давайте стараться в него не подглядывать. Пока выберем вот такие значения и нарисуем график. Будет некоторое время считаться. Я добавил еще во все эти выражения кэширование. Выглядит довольно странно, наверное, для программистов на языке C или Python. Функция определяется как функция равно. Ну, что здесь происходит? Это надо читать следующим образом. Вычисляем выражение. То есть функция определяется так, это ее тело. Надо вычислить это выражение, сохранить это как в словаре ENK по ключу NK, ну и вернуть как результат тоже. При вызове ENK NK математика сначала смотрит, а нет ли словаря с этим именем и с таким значением аргументов. Если есть ответ на вопрос в табличке keyValue, она возвращает. Если нет, то переходит к этому определению, которое вычисляет и кладет в словарь готовый подготовленный ответ. Это называется техника memoization. Вот таким образом она реализуется на языке математики. Просто в конце дописываете выражение без знака подчеркивания на конце и знак равно обыкновенно, а не двоеточие равно. Знак равно обыкновенно это означает положить в словарь. Ну, будем так это называть, как будто мы просто положили в словарь. В это время у нас он посчитал график растущий, и у меня есть подозрение, что он упирается в точку 1,2. Здорово, у нас и там была 1,2, и здесь тоже получается 1,2. Хотя мы суммируем уже не целые степени, а корни. Мы сейчас вычисляем сумму корней первых n натуральных чисел. Вычли. Получили число, которое теперь идет к нулю. На что же его надо домножить? Ну, домножим на вот это. Конечно, можно было бы сделать по привычке вот так, домножить на единицу, но тут мы видим, что график как-то резко растет по модулю. То есть, когда мы суммируем корни, то и умножать здесь надо не на m, а на корень из m. Дальше. Это число непонятно, что такое. Давайте его добавлять. Плюс 2, плюс 0,207884. Ну, я прямо выписал то, что здесь вижу. Так. Тут надо еще, видимо, двоечку добавить. Не знаю. Побольше, чем двоечку. Даже восьмерочку, наверное. Ну ладно, неважно. То есть мы так не сможем определить много знаков этого числа. Надо снова домножить на ENK. Вниз идет. Ну-ка, я здесь напишу 5. Так. Если 7. О, перелет.
А если 6? Недолет. Хорошо. 5. 5 это перелет. 3. 2. 2. И здесь уже надо вычесть для удобства 0,04. Вот. А, кстати, даже понятно, что тут надо продолжить. Вот мы имеем 4 сотых, а он нам подсказывает, надо написать еще 1 и много шестерок. О, тогда идет прямо от нуля. И сейчас здесь, наверное, проще будет. 4. Недолет. 5. 5 перелет. Значит 4. И 5. 7. Что-то интересное начинается. Видите? 5. 6. 5, 5. Ух ты. Вот мы к чему-то пришли. К чему-то очень увлекательному. Что такое 0,041666? Это какое-то дробное число. Понятно какое. Чтобы понять, что это за число, ну, можно вызвать continued fraction и посмотреть. Это 1/24. Можно написать так вот. From continued fraction. 1/24. То есть мы сначала перевели в continued fraction, потом оттуда обратно вывели. Как это работает? Работает примерно следующим образом. Пусть вы имеете какое-то число, вот необычное, вот получаете continued fraction. Но вы можете увидеть, что вот это число очень большое, и это значит, что логично здесь оборвать ряд continued fraction и написать from continued fraction для вот этого множества. И понять, что ближайшее дробное число к этому это 1/24. Можно, конечно, взять все и получить абсолютно точное описание этого числа, но если вы хотите получить ближайшее какое-то дробное приближение, делайте так. Берите разложение в continued fraction, обрывайте его где-нибудь и делайте обратное преобразование. Что такое continued fraction? Сами посмотрите в интернете. Здесь абсолютно точный ответ 1/24, если шестерок бесконечное количество. Вот, соответственно, вот что мы имеем. Давайте я еще раз нарисую. Тут уже видно, что математика упирается в свою собственную точность вычислений. Число, которое мы здесь получили, это и есть значение z функции в точке минус 1/2. Ну, я вам это даю как просто обозначение. Типа, давайте обозначим число, которое здесь всплыло, как z от минус 0,5. У нас пока нет никакого доказательства, что это именно та самая z-функция в этой точке. Пока мы просто обнаруживаем необычные числа и даем им название. А вот математика содержит уже готовые ответы, и я их подсказываю иногда, что это необычное число, которое мы тут обнаружили, это и есть значение z-функции в точке минус 1/2. Мы здесь суммировали корни, а можно суммировать обратные корни. Ну, вот опять здесь есть ответ на вопрос. Вы можете мне поверить, что совершенно аналогичным образом можно получить знаки вот этого числа. Здесь. Сейчас происходит вычисление и кэширование значения ЕДНК в точке К 1/2 минус 1/2.
И мы сразу же натыкаемся на необычное число, которое невозможно никак представить просто в виде дроби. Ну, тут надо сразу же поступить следующим образом: взять и домножить на и дальше начать пристреливать. 5 недолет, 6 недолет, 7 перелет, значит 6. Вот такими манипуляциями вы рисуете все эти знаки. Ну и, кстати говоря, тут сразу же видно, что надо вычесть 1/2, потому что график начинается. Видно, что с 1/2. Вот таким образом появляется это 1/2. Потом можно еще раз домножить. И здесь мы обнаружим, что надо домножать не на корень, а прямо-таки на m. И потом мы обнаружим, что надо добавлять 1/24. И опять по секрету вам рассказываю, что это число, которое мы здесь встретили, это значение зета-функции в точке 1/2. Что мы с вами получили, математика, конечно же, знает. И чтобы у нее спросить ответ на вопрос, то надо нарисовать. Значит, попросить у нее вывести series для harmonic number в точке k 1/2 вокруг m равной бесконечности. Те, кто изучал матанализ первого курса, догадывается, понимает, что здесь написано, что вывела математика. Математика выдала разложение этой функции по степеням единицы на m. Вот. Ну, она еще вот имеет вот такое слагаемое m. Тут изначально было m, но я не хочу видеть все эти вот деления на 2, поэтому я сразу здесь указываю квадрат, и получается попроще выражение, не такое большое и более объятное. И кстати говоря, здесь вот еще вот, когда мы берем какое-нибудь число, вот это, например, и фактор integer вызываем, то мы видим, что в нем спрятано 18 двоек. То есть это 2 в степени 18 умножить на 3 в степени 1. Очень много двоек. И чтобы эти двойки прибить, ну, можно подобрать, что надо указать тут еще деление на 4, чтобы он раскладывал в ряд вот для этой переменной. И тогда в знаменателе перестают копиться степени двойки. Математика прекрасно знает, что в разложении harmonic number вокруг бесконечности присутствует зета-функция как свободный член. Вот и это, конечно, интересное явление. Если вы хотите узнать про то, что будет, если вы будете суммировать корни третьей степени, то вот вам ответ на этот вопрос. Ну, не важно. Аналогично можно получить значение зета-функции в точке 3/2 и минус 3/2. Хочется обратить внимание, что вот эти коэффициенты в этих разложениях похожи друг на друга. Ну и прямо хочется, вот, например, 1/18 разделить на 1/168, 11/20 разделить на 3/80. Вот что будет, если 1/18 разделить на 1/168. И вот что будет, если вот этот коэффициент разделить на вот этот коэффициент. Отношение двух коэффициентов со страшными числами, числители и знаменатели, дает простое выражение. Давайте попробуем это проделать. Вот, обнаружить еще одну связь между разложением harmonic number в точке минус 3/2 и в точке минус 1/2. Так, это разложение, это коэффициенты в точке 1/2, это коэффициенты в точке минус 1/2.
А это коэффициенты в точке минус 3/2. Вот это наша 1/18, тут 1/168. И теперь мы прямо разделим А1 на А2. Например, А1 на А2. Но тут он много ругается. Для того, чтобы не ругался, надо выключить эти предупреждения. Еще для красоты надо indeterminate заменить на 0. И вот что мы получаем. Минус 19. Так, тут я уже тоже. 76 третьих. Минус 20. Минус 20 это на самом деле минус 60 третьих. Минус 44 третьих. Минус 28 третьих. Ну да, конечно, надо умножить на 3. Все числа, которые здесь мы видим, делятся на 4, поэтому логично разделить на 4. Вот. Из этого видно, что коэффициенты в разложении этом и этом, они связаны друг с другом понятным образом. Это мы с вами обнаружили, но не доказали. Ну и в точке минус 1/2 разложение связано с разложением в точке 1/2. Тут тоже получаются отношения с видимой на глаз зависимостью. 1, 5, 4, 13, 17. Каждое число отличается от предыдущего на 4. И все это можно выписать в виде формул. Есть еще интересный случай, когда мы суммируем гармонический ряд. Когда мы суммируем обратные натуральные числа. Это соответствует случаю нашему k равняется минус 1. И вот здесь вот, если вы, значит, будете искать, что бы такое надо вычесть из этой суммы, вы через некоторое время догадаетесь, что надо вычитать логарифм. Ну а когда вы вычтете логарифм, вы увидите, что все это стремится к некоторой константе, которую можно начать постепенно выписывать. И так далее. Здесь выписывается некоторая константа интересная, которая называется в математике константой Эйлер-гамма. Вот чему она равна. Если сюда выписать ее побольше знаков, вот что мы увидим. Да, ну и видно здесь, что надо вычитать 1/2. Опять 1/2. Все время история с вычитанием начинается с 1/2. Снова окружаем скобочками. Домножаем. Здесь, наверное, надо продолжать. Ну, давайте я здесь прямо напишу Euler. Гамма. Так. Плюс 0, ну не знаю сколько здесь, 6, 8. Надо еще поднять на 3 тысячных. Теперь, ладно, я уже догадался. Это 1/12. Данные вычисления можно продолжить и получить разложение для суммы гармонического ряда до члена n. Давайте посмотрим на ответ. Здесь вот уже показан ответ, как это разложение выглядит. Если мы дальше продолжим искать, ну, опять нарисуем скобочки и еще раз домножим. Тут надо, видимо, на квадрат. Тут опять какое-то число. Вот мы можем угадать тут следующие элементы. Ну а полный ответ, если мы будем продолжать, выглядит таким образом. Ну понятно, что вот эти вот слагаемые уже сложно будет находить. Но дело в том, что эти коэффициенты хорошо нам знакомы.
Давайте их в явном виде получим с помощью функции coefficient_list. Но до того, как вызывать функцию coefficient_list, я здесь с помощью правил избавился от этой части и единицу на m превратил в m. Коэффициенты в этом разложении совпадают с теми самыми числами, которые мы с вами получили в первом столбце обратной матрицы к треугольнику Паскаля. Ну и после деления на коэффициенты биномиальные. Вот, их отношение это везде единички, только в одном месте -1. Опять 1/2 меняет свой знак. Ну и что же мы с вами получили? Мы с вами получили следующее разложение, что сумма обратных натуральных чисел до m равняется логарифму плюс константа Эйлера. И дальше идет сумма z, значение z функции в отрицательных точках разделить на m в степени какой-то k. Ну вот я тут подобрал. Тут правильно писать +1. Вот. Вот что мы с вами получили. Эйлер гамма это по определению константа, равная пределу сумма гармонического ряда минус логарифм m при m стремящемся к бесконечности. Поэтому совершенно естественно было ее тут увидеть. Вот эта компонента интересная. Давайте посмотрим, что тут получается. Ну вот. Я просто здесь убедился, что получается то, что нужно. Хорошо. Здесь я посчитал через запятую сначала сумму гармонического ряда до члена m, а с другой стороны посчитал вот эту сумму. Ну, видно, что числа совпадают. Хорошо. Можно поставить между ними минус, а не запятую. Это я выбрал m равняется 200, а тут выбрал сумму до 10. Ну вот так. Если здесь поставить 1000, боюсь, что будет неприятность. Да, случилась неприятность. Так, секундочку. Тут все очень интересно, конечно, происходит. С одной стороны, видно, что есть какая-то сходимость, но не рекомендуется здесь сумму увеличивать до 1000. Так, ну это отдельная тема, очень сложная тема. Хорошо. Просто я хочу объяснить смысл довольно-таки сложного и интересного равенства. Смысл такой. Давайте я вот здесь нарисую сверху. Здесь нарисована функция единицы на x. Это красная линия. Она тут нарисована дважды. Сначала в начале, потом в конце. Для того, чтобы эта вот площадь прокрасилась в красный цвет. Дальше нарисована вот эта функция ступенчатая. До 10-го элемента. А потом идет продолжение другим цветом. В общем, вот такая подготовка сделана. Площадь под гладким графиком это логарифм. Когда мы останавливаемся на 10 и считаем площадь под этой гладкой кривой, то это в точности натуральный логарифм 10. Сумма вот этих вот треугольников, всех, бесконечное количество треугольников, это не идеальные треугольники, у них сторона одна гладенькая. Так вот их сумма равна Эйлер гамма, необычному числу такому, который равен, выше мы его считали. Он примерно 0,5, но побольше. 0,57. Кстати, если бы эти треугольники были идеальными, тут была бы прямая линия отрезок, то сумма этих треугольников
в точности давала бы 0,5. Почему так? Потому что эти треугольники можно прибить к левому краю и выяснить, что они занимают ровно половину вот от этого столбца. Если у них эта сторона есть отрезок. Но у них сторона не отрезок, поэтому оказывается чуть-чуть больше, чем половину. Итак, сумма всех треугольников это Эйлер-гамма. Вот это вот число. Получается, что вот эта сумма должна быть отрицательной и соответствовать вычитанию вот всех этих вот маленьких треугольничков, которые мы не хотим считать, потому что мы хотим посчитать только до 10-го члена сумму гармонического ряда. Вот такой вот смысл. Эта сумма отрицательна и равна сумме треугольников, начиная с m-ного треугольника. Можно эти треугольники отдельно нарисовать с помощью функции region-plot. Вот таким образом. А здесь вот ниже нарисованы 4 треугольника, прибитые к левому краю, как я сказал. Считается долго, потому что я попросил region-plot нарисовать это все аккуратно, используя большое количество вычислений. Вот, мы получили все эти треугольники отдельно от всего. Написано y больше, чем единица на x, и при этом y меньше, чем единица разделить на целая часть x. И x больше единицы для того, чтобы он левее ничего не рисовал. От 0 до единицы. Чтобы прибить их влево, ну, это не так-то просто сделать. Ну, например, вот так вот. Мы рисуем 4 разных региона. Математика дает им 4 разных цвета. При желании можно увеличить количество регионов. Тут я явно просто сместил каждый кусочек влево. Сначала на 1, потом на 2, потом на 3, потом на 4. Вот. Итак, что же мы с вами проделали? Мы вспомнили с вами прошлое видео, где мы получили эту матрицу, обратив вот эту матрицу. Также вспомнили, что мы нашли в этой матрице закономерность и разделили элементы обращенной матрицы на элементы исходной матрицы, но несколько сдвинутые. То есть разделили их на биномиальные коэффициенты, но чуть-чуть смещенные. И мы получили диагонали, состоящие из одинаковых чисел. Это было на прошлом видео. То есть мы увидели, что в идее обращения треугольника Паскаля спрятаны некоторые числа, последовательность чисел. И что вся обратная матрица может быть получена из этих чисел. Эти числа мы назвали z-1, z-2, z-3 и так далее. И оказалось, что вот эти числа, которые стоят в первом столбце, они играют важную роль. Они нам встречаются везде и всюду. И в частности встречаются при вычислении частичной суммы гармонического ряда. Мы получили красивую сложную формулу. Мы как бы обнаружили, что она верна. Также мы обнаружили, что она странно себя ведет. Что на самом деле тут бесконечность писать, видимо, нельзя. Тут надо писать какие-то маленькие числа. И получать довольно-таки хорошее приближение. Вот. И это уже более-менее серьезная математика. На сегодня все. Всем удачи. Пока.